Я специально сорвала веточки. И вот эти вот 3 уже сделала из холодного фарфора. Для их создания нам понадобится острый стек, проволока в 1 мм для самой веточки, и также очень тонкая проволока, можно брать 0,3, нарезанную вот на где-то 1,5-2 сантиметра. У меня она в этот раз медного цвета, фиолетовая и зеленая, масляные краски, разбавитель, клей ПВА и крахмал. Сам холодный фарфор я добавила очень маленькое количество зефирной глины. Намешиваем необходимый оттенок. Берем очень маленькое количество зеленого цвета, вполне достаточно, и фиолетового, приблизительно в равных пропорциях. И перемешиваем. Это у нас будет первоначальный оттенок. В дальнейшем, конечно, мы его еще немного протонируем. Вот такой цвет. Каждый листик мы будем делать по отдельности, его тонировать и в дальнейшем присоединять к стволу. Кусочек остался от намешанного цвета. Берем небольшое количество. Они все разного размера, от 1 до 3 сантиметров максимальные листики. Если посмотрим, даже 2,5. Разделяем на небольшие кусочки, их прокатываем. Указательным пальцем придавливаем. Берем острый стек, наш листик, вставляем проволоку до середины и обязательно в месте введения приплющиваем. Проводим центральную линию, немного изгибаем и убираем сохнуть. Вводим проволоку, обязательно приплющиваем, проводим центральную линию, немного изгибаем и сохнуть. Делаем необходимое количество из расчета, что на одно соединение идет 4 листика. Еще у меня многие спрашивают, как это так, я делаю на простую проволоку без оплетки, вылетает она у меня или нет, так как многие пишут, что вылетает. В процессе работы с этим элементом, конечно, бывают случаи, что проволока вылетает, но в дальнейшем, когда мы их уже присоединим к основе, как вы видите, ничего не вылетает.
И держится все отлично. Можно отгибать в необходимую сторону. Поэтому, когда все это сырое и не скреплено между собой, конечно, будьте аккуратны, чтобы она не вылетела. И делаем необходимое количество больших, маленьких листиков. Дополнительно можно сделать еще одни элементы, которые располагаются ближе к основанию. Это очень маленькие листики. Для этого готовим проволочку с петелькой с маленькой. Раскатываем тонко глину. Можно делать 3-4 элемента. Соединили вместе. Немного сплющили. Проводим центральную прожилку. Вставляем проволочку у основания и сжимаем прокручивающими движениями. Вот такой вот маленький элемент. Ну, хотя бы несколько сделать. Размер приблизительно не превышает 1 сантиметра. Фиолетовый цвет. Добавляем маленькое количество зеленого цвета и совсем немного разбавителя. Перемешиваем. Маленькие листики не трогаем. Готовим крахмал. Набираем на пальчик, растираем и окрашиваем самые кончики.
мягким оттенком. И окунаем в крахмал. Крахмал хорошо прилипает к сырой краске. Лишнее, конечно, у нас уберется, стряхнется, но небольшая часть все равно останется на листике. Где-то можно более активно цвет добавлять. Где-то очень слабый. И окрашиваем необходимое количество. Нижнюю часть не трогаем цветом. В оставшийся цвет добавляем такое же количество чистой глины. И обтягиваем нашу проволоку. Тонким слоем. Приблизительно 5-7 сантиметров. Прокатили. Я уже подготовила листики, обрезав лишнюю проволоку, оставив приблизительно 2-3 миллиметра, чтобы она торчала. И разложила по размеру от самых маленьких до более крупных. Берем клей ПВА, первый наш слой листиков, окунаем небольшое количество клея. И сбор начинаем веточки с самой макушки. Вставили. И немного прокрутили. Можно протонировать. Где цвет? Зеленым к низу. И фиолетово, даже можно чуть-чуть красненького. От самого низа до верха. И плавно растерли. Можно красным, можно где-то фиолетовым. Следующие два
будем клеить между, практически на одном уровне. Я очень часто делала вот так, в клей опускала и потом приклеивала. Но такие мелкие очень часто падают в клей, и приходится их доставать, сушить. Поэтому я стала их вот так вот делать. Клей намазала и приклеиваю. Вставляем проволоку. Вставили, придавили и прокрутили. Следующий слой. Отступаем буквально 3-4 миллиметра. Ставим точку с одной и с противоположной стороны. Немного отгибаем проволоку и вставляем с одной и с другой стороны. Придавили, прокрутили, убрав лишний клей. Теперь чуть ниже между этими. То есть получается как в шахматном порядке. Четыре практически на одном уровне. Потом небольшое отступление 3-4 миллиметра. И еще один слой из 4 листиков. Опять же отступили с одной, с другой стороны. И сбор делаем, пока листики еще сыроватые, то есть не полностью высохшие. Так легче приклеивать и лучше идет крепление. Когда вся веточка высохнет, листики можно будет подправить, отогнув в разные стороны. Таким образом приклеиваем все. Теперь можно вставить наши маленькие листики. И к низу, под ними, получается большой лист. С одной и с другой стороны. Лучше это делать где-то в серединке. Так вот, теперь отступаем и делаем в шахматном порядке еще одно вставление с маленькими листиками. Не особо удобно вставлять, но возможно.
И еще один ряд завершающий. Вот такие веточки лаванды. Я очень жду, когда куст зацветет. И обязательно слеплю цветущую веточку. Так, вот они настоящие. А это слепленные. Я специально сделала разных немножечко оттенков. Некоторые более зеленоватые листья тонировала. А вот эту вот более с фиолетовым оттенком протонировала. Но в общей сложности оно очень интересно все вместе смотрится. Точно так же, как и настоящие, они все тоже разных оттенков. Даже больше, даже есть с голубым таким, если внимательно рассмотреть.